Сегодня я покажу вам новые виды муравьев, которые еще не были запечатлены и показаны на канале. Хотя нет, будут и уже увиденные вами ранее виды. И я бы хотел сыграть с вами в игру. Или не в игру, не знаю. В общем, смотрите видео до конца, ставьте лайк и напишите в комментарии вид тех муравьев, которые вы бы хотели видеть в дальнейшем на канале. Для себя я уже решил что-то, каких муравьев я оставлю. Но возможно вы сможете меня как-то переубедить, чтобы я оставил их у себя и продолжал снимать видео. Итак, начнем. Мессор барбарус, красноголовый жнец. В общих чертах это тот же мессор-структор, но голова у этих муравьев имеет красноватый оттенок. Выглядит данный муравей интереснее структоров. Но возможно это просто когда долго смотришь на одних муравьев, а эти отличаются, тебе кажется, что они круче. На самом деле данный вид встречается гораздо реже, чем структоры, поэтому они есть не у многих киперов. Также ходит легенда, что солдаты барбаросов немного крупнее солдатов-структоров. Возможно это так, но я вживую не видел солдат барбаросов, поэтому говорить наверняка не могу. Скоро у маток появится первый рабочий, я вам как-нибудь их покажу крупным планом обязательно. Кампанотос ламерий. Сорян за мой французский, возможно я неправильно прочитал. Тугайный муравей-древоточец. У некоторых может возникнуть вопрос, а почему матка сидит в пробирке без воды? Ты что, как же так можно? Данные муравьи могут спокойно жить и развиваться без условий обычного инкубатора. Достаточно поить матку сиропом. А в дальнейшем для рабочих поставить поилку на арену. Я думаю, вы поняли, что название муравей-древоточец означает, что муравьи живут в деревьях. Следовательно, для них можно сделать красивый деревянный формикарий, который совсем не будет требовать увлажнения, что само по себе уже круто. Главное не забывать про поилку на арене. Матка сама по себе не крупная, примерно 11-12 мм, ведет себя крайне спокойно, практически не стрессует. Рабочие достигают размера до 9 мм, и как их описывают, они очень красивые. Совсем скоро они уже будут, как видно, коконы уже созрели. А вот это что за кампанотус еще пока что неизвестен для меня. Есть предположение, что это ларгицепт. Некоторые предполагали, что это филах. Нет, ребята, филах крупнее. У меня была такая матка, я знаю, что вам говорю. Кто говорил, что это фалакс? Нет, матка слишком крупная для фалакса. Данная матка примерно 17-18 мм. Ну, эксперты, хватит сидеть на диване и скажите же мне, что это за матка. Возможно, я прав или я не прав. Вы можете спросить, ты разве не знаешь, что ты заказывал? Я знаю, что я заказывал, но эта матка была бонусом, и я не знаю, кто это. Можно наглядно сравнить размеры некоторых видов. Феидолия нода. Любимчики многих киперов и не зря. Это очень интересный вид. Красивые солдаты, агрессивные, быстрые, организованные, быстро развиваются. Просто мечта. У меня ранее была колония Феидолиенсис, и ноды практически не отличаются от них. Различие разве что в цвете, и солдаты нод чуть меньше размером, буквально может на миллиметр.
А так это все те же феи-доли. У меня на канале достаточно много видео про этот вид, чтобы оценить всю мощь проданных муравьев. Если кто не видел, рекомендую ознакомиться. Тетраморион бикаринатум. Страшный инвазивный вид, который сметает все, что вы им дадите. Насекомые? Окей. Сироп? Наливай. Семян отсыпать? Конечно. Гамарусы, яйца, мясо. Все давайте, все проглотим. Ключевые особенности данного вида это полигения, и данный вид оплодотворяет своих же выведенных маток прямо в гнезде. Далее оплодотворенная матка забирает с собой часть рабочих и основывает уже новую колонию. Например, у вас дома. Самое сложное в данном виде это сдерживание этих муравьев. Эти ребята хорошо грызут, и они довольно мелкие. И нужно быть очень внимательным с выбором и изготовлением формикария. Ну и под конец я покажу вам полирахисов. Данная колония пришла в очень плачевном состоянии, не знаю, выживет ли данная колония. Сейчас их примерно 12 рабочих и 2 матки. В той колбе, что они пришли, было больше 30 трупов. Досталось же этим бедолагам. Надеюсь, что с ними все будет хорошо. Про этих муравьев у меня есть тоже много видео на канале. Муравьи очень интересные, но все же считаю, что они не для новичков. Особенно дивисы. Стоит присмотреться к той же Илаудате. Пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписка, лайк, репост приветствуется. И не забудь оставить комментарий. Ты же помнишь, да? Всем пока.